Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание 3 июля. Поговорим о том, что ни в коем случае нельзя делать, почему нельзя есть именно это блюдо сегодня, в этот день, 3 июля, и почему нельзя именно сегодня трогать деньги, иначе посыпятся неприятности, невзгоды и проблемы в вашей жизни. Ответы вы найдете далее в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно этим видео поделитесь с теми, кому действительно эта информация будет полезна и важна, и кто действительно интересуется традициями и обычаями наших предков. 3 июля в народном календаре наступает День Мефодия, или по-другому называли его Перепелятник. В церковном календаре это день почтения памяти святого мученика Мефодия Потарского, олимпийского епископа. Другие названия праздника: Мефодий погодоуказатель, паутинный день, Нефёдов день или тенетник. В старину День Мефодия Перепелятника был днем охотников, любителей перепелиного промысла, нынче почти забытого. И к 3 июля на полях поспевали хлеба, и на них, конечно же, слетались перепела. У охотников начинался период легкой охоты. Добыть птицу в это время было проще простого. Перед этим днем с вечера охотники залегали в поле и, затаившись, лежали до утренней зари. А на заре начинали наигрывать на специальных дудочках. Перепелки летели на звуки охотничьих рожков и попадали в специальные ловушки, установленные в местах вероятного появления птиц. Каждый охотник на Мефодия старался подстрелить хотя бы одну перепелку, чтобы не возвращаться домой с пустыми руками. У наших предков было поверье: если увидеть белого перепела, он же техасский или белый фараон, то это было к большому счастью, а если поймать его, всю жизнь будете держать удачу за хвост. Также принято считать, что сова – это птица, предвестник дурных новостей или предстоящего пожара. И если на Мефодия сова прилетала к вашему дому, расположилась на ближайшем дереве и начинала громко ухать, то будьте предельно осторожны и постарайтесь аккуратнее обращаться с электрическими приборами и огнем. День 3 июля имел еще одно народное название – паутинный. Почему? Так как сегодня, именно 3 июля, было принято наблюдать за пауками, которые прекрасно предсказывали погоду за 2-3 дня. Если паук не раскидывал свои сети для ловли насекомых, то наши предки знали, что будет дождь или сильный ветер. Перед наступлением непогоды пауки нередко сами уничтожают сотканную ими паутину и поспешно прячутся в щели. Если вы увидели паука за работой 3 июля, значит, погода в ближайшее время наладится. А если паук плетет сети с особым старанием, то наступают ясные и солнечные дни. В этот день, 3 июля, пожалуйста, не завидуйте успехам других людей. Смотрите на это с другой стороны. Если кому-то повезло, значит, так было нужно свыше. Избегайте сегодня ненависти, ибо она ни к чему вас не приведет. Более того, ненависть может уничтожить и вас. Также в этот день запрещалось выбрасывать остатки со стола. Все, что вы не доели, необходимо отдать нуждающимся или покормить бездомных животных. И самая главная примета в этот день, 3 июля, это не покидать пределы своего дома. Наши предки говорили, что 3 июля был очень жаркий день, поэтому народ отдавал предпочтение домашним посиделкам, а не гулянию на улице. Также люди в этот день, как мы уже говорили, изучали пауков, наблюдали за ними, потому что пауки в те времена были барометром именно тех лет.
В этот день, 3 июля, также категорически было запрещено охотиться на птиц, кроме перепелов, и есть блюда из птицы. По народной примете, на того, кто ослушается этого запрета, посыплются градом неприятности и невзгоды. Также 3 июля, пожалуйста, ни в коем случае не ссорьтесь с домочадцами. Это может привести к затяжному конфликту. И поддаваться негативным эмоциям и завидовать также сегодня не нужно. Это привлекает плохую энергию в вашу жизнь, а ненависть может только уничтожить вас и разрушить. 3 июля не стоит выносить из дома мусор и хлам для того, чтобы не навлечь беду и бедность. Как мы уже говорили, в этот день, 3 июля, было запрещено выкидывать еду. В противном случае, вместе с отходами, вы могли удалить из своей жизни и достаток. И чтобы этого не произошло, необходимо было отдать остатки пищи скотине или тем людям, которые действительно нуждаются в такой еде. Наши предки 3 июля, как мы уже сказали, называли паутиным днем, поэтому трогать пауков строго-настрого запрещалось в этот день. Иначе вы могли накликать на себя беду и самые разные горести и привлечь в вашу жизнь одни финансовые проблемы. А еще в этот день, 3 июля, обязательно прислушивайтесь к своей интуиции, потому что именно интуиция в этот день вас не подведет. В противном случае вы попадете в ситуацию, из которой вам будет сложно выбраться. Также 3 июля было запрещено трогать отложенные деньги, иначе вам придется в скором будущем их срочно доставать. Зато есть вариант увеличить сумму неприкасаемого денежного запаса. Для этого в день Мефодия Перепелятника надо рассказать кому-либо о своих должниках, даже если и долг совсем мизерный. И считается, что в таком случае домовой приходит на помощь для того, чтобы улучшить финансовое положение своих хозяев. Поэтому, если кто-то вам должен, обязательно расскажите, и вы увидите, ситуация изменится. Также сегодня, 3 июля, ни в коем случае нельзя было есть куриные яйца именно в сыром виде, иначе голос пропадет, притом надолго. Перепелиные же, выпитые натощак яички, подарят вам здоровье и счастье. Вот, друзья, вот такие основные народные приметы были на 3 июля у наших предков. Обязательно прислушайтесь к этим советам для того, чтобы 3 июля для вас достаточно удачно, легко и просто прошел. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь на наш канал, в комментариях обязательно поделитесь своим мнением. Возможно, ваши бабушки, прабабушки передали какую-то очень важную информацию касательно 3 июля. Или, возможно, вы знаете еще с детства. Обязательно в комментариях напишите под этим видео.